A GoPro video shows the intense combat atmosphere with support from Bradley IFVs. All resources, including artillery, heavy armor, intelligence, and cooperation with other units, are focused on supporting the infantry. The footage features 2 crews from the 3rd Mechanized Battalion of the 47th Separate Mechanized Brigade fighting on the challenging Pokrovsk direction. Dimitri Medvedev called for the total execution of Ukrainian soldiers following a video published by the 12th Operational Brigade Azov. He stated, "Do not pity them, not anyone. Have they shown mercy to anyone? Only total executions. No choice, no words about mercy, no humanity, no pardon. They have no right to live. Execute, execute, and execute. This is the right of war for the enemy." This is a perfect example of Russian madness. They invade a country where they kill, plunder, and rape, and when they are killed for it, they are whining like babies. Yes, Medvedev, it's war. Get the hell out of Ukraine if you want to live. We voluntarily signed these contracts to participate in the SMO to eradicate this fascism. But in the end, fascism is among us and is trying to eradicate us by any means necessary. Russian soldiers of the 5th Company of the 3rd Battalion of the 7th Guards Motor Rifle Regiment suddenly realized that they were simply being nullified by their commanders, whom they had never even seen in person, and decided to appeal to Putin. Good luck with that. They seem to be okay with going to another country to kill, they just don't want to get killed themselves. Дорогие сограждане, Владимир Владимирович, мы к вам решили обратиться за помощью. В нашей ситуации только поможете вы и, соответственно, все люди, граждане Российской Федерации. Мы попали в такую трудную ситуацию и решили вот так вот хотя бы поступить. 11 мая мы подписали контракт с Минобороны добровольно. Добровольно пошли участвовать на СВО. При подписании контракта нам проинформировали, что мы будем стоять на 2-х и на 3-х линиях на постах. После тренировочного лагеря по прибытию на передок мы поняли, что нас обманули. Тем самым мы не стали паниковать, бить в колокола и что-то предпринимать. Мы остались доблестно нести службу, воевать как мужчины и патриоты нашей страны. После первых штурмов мы поняли, что там что-то творится неладно. Мы вытащили раненых, которые
пролежали там 5 дней, штурмовали 29 числа. Их никто не собирался забирать. Никто не сказал за них, что они там есть, чтобы мы их забрали. Была какая-то определенная задача, чтобы мы выполнили ее. Мы ее выполнили, вытащили раненых. Спустя месяц, по обещанию командира роты, что нам будут везти продовольствие, еду, воду, будем раз в 2 недели отдыхать в тыловых лагерях. Все эти обещания, это было все пустышка. Тем самым с продолжительностью месяц, без еды, без воды, без каких-либо условий для проживания, мы выходим на различные штурма, на различные задачи, которые поставляют нам люди, которых мы ни разу не видели. Ведут нас на убой. Из 110 человек нашей роты осталось менее 25 человек. И каждым днем наши ребята приезжают 300-ми, 200-е остаются там. 300-е это в лучшем случае. Каждый человек здесь вот сейчас находится. Он счастлив от того, что он вышел из этого ада, из этой нечисти, что отдает нам такие приказы. Я боюсь за свою жизнь. Не от того, что я пришел выполнять серьезное дело, так же, как вот ребята, а того, что когда мы выполняем задание, по нам же, наша же арта работает, минометы, нас хотят искоренить, любым путем обнулить. Мы не знаем, что и как, пока мы здесь. Вот, ребята, вот сами скажите, как есть. Вот. Да, все так и есть. Никто не отказывается выполнять свои задачи. Наши матеря не слышали нас больше месяца. Никто не может понять, что происходит. Почему такое отношение к нам? Мы добровольно подписали эти контракты, участвовать в СВО, искоренить этот фашизм. А в итоге фашизм, он среди нас и пытается искоренить нас любыми путями. Я прошу вас, Владимир Владимирович, и вся общественность, вмешайтесь в это. Мы не одни, здесь много таких людей. Russian making nuclear threats again. Look how many nuclear missiles they want to send for the main bastards in the UK. Под угрозой без малого все европейские столицы. Если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии. Гармии Шпартенкирхен, казармы Патча, Шпангдален, Рамштайн. Особое внимание Британии, нашему традиционному врагу, так как против нее будет работать значительная часть Северного флота. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, крупнейшую военно-морскую базу Девонпорт, Клайд в Шотландии, где король хранит ядерные ракеты Трайдент, Портсмут и Чатамскую верфь в графстве Кент. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.